чего бы начать? Многим кажется, что если звукорежиссер разбирается в плагинах обработки, он должен быть и экспертом в виртуальных синтезаторах. Но это не совсем так, поскольку задача звукорежиссера — обработка звука, а не его создание. В этом смысле не так важно, как звук был создан или как был записан инструмент, как то, как он будет работать в мультитреке и как он, соответственно, будет звучать в миксе. Если синтезатор звучит плохо, значит, придется использовать эквализацию, компрессию и другие обработки, чтобы сделать звучание отличным. Ну а если синтезатор звучит прекрасно, то ничего с ним делать не нужно, и звукорежиссер будет доволен. Вы знаете, что среди гитаристов существует огромная дискуссия касательно того, какие гитарные обработки лучше – аналоговые или виртуальные. Кто-то предпочитает гитарные стеки, а кто-то работает с плагинами и никакой проблемы в этом не видит. Точно так же и среди электронных продюсеров. Кто-то не мыслит себя без аналоговых синтезаторов, а кому-то достаточно виртуальных инструментов, чтобы создать нужное звучание. С точки зрения звукорежиссера разницы нет вообще никакой. Если звук хороший, значит звук хороший. Если звук плохой, значит нужно применить обработки, уделить ему время и сделать так, чтобы плохой звук стал хорошим. Вы знаете, что от года к году я все больше углубляюсь и специализируюсь на сведении и мастеринге музыки. И если в цифровых звуковых рабочих станциях уберут весь MIDI-функционал, я, скорее всего, этого даже не замечу. Тем не менее, много лет назад я довольно плотно занимался продакшеном и кое-что как в аналоговых, так и в виртуальных синтезаторах понимаю. Но сейчас я смотрю на них несколько под другим углом. Если в то время для меня было важно, какая рабочая среда у синтезатора, как быстро я могу нарулить тот или иной звук, то сейчас мне безразлично, насколько удобны эти синтезаторы или насколько они громоздкие. Но вот что для меня важно, это то, какой звук эти синтезаторы создадут. И в этом смысле я выделяю для себя хорошие приборы и не очень. Одним из худших, на мой взгляд, синтезаторов является Serum. Да, я знаю, что многие его любят, и сейчас вы подумаете, что я совершенно сошел с ума, но на самом деле, с точки зрения звукорежиссера, этот синтезатор действительно плох. Он очень бедный по звуку. Его тембра очень простые и скучные. И если не использовать лейеринг, он совершенно теряется в миксе, или же наоборот, торчит из микса, совершенно в него не интегрируясь. Во многих моих видео вы видели, что звуки, созданные в Serum, я обрабатываю преампами, магнитофонами, целой кучей другой обработки, но это не из-за того, что мне некуда девать время, а из-за того, что эти звуки реально звучат очень слабо. И поэтому, чтобы они звучали богато, по-аналоговому, мне приходится применять недюжинные усилия, обрабатывая их. В то же время есть синтезаторы, которые не требуют никаких обработок, либо же требуют совсем легкого вмешательства. Я говорю сейчас о Falcon, или об Omnisphere, или о Spire и многих других синтезаторах. Я знаю, что современные продюсеры несколько свысока смотрят на приборы от Native Instruments, но с моей точки зрения в миксе они работают неплохо. Да, возможно, они несколько простоваты по звуку, но, тем не менее, особых проблем с ними нет. Существует ряд синтезаторов, которые в целом положительно оцениваются как продюсерами, так и звукорежиссерами. Я говорю сейчас, например, о приборах от компании Юхи. Но существуют несколько недооцененные синтезаторы, которые, с моей точки зрения, звучат отлично и требуют минимального звукорежиссерского вмешательства, чтобы создать прекрасное звучание микса. И сейчас я покажу вам несколько таких инструментов. Как вы понимаете, я говорил о коллекции виртуальных инструментов Absolute 4 от компании Steinberg, которая по каким-то причинам в наших широтах недооценена. Тем не менее, здесь есть несколько очень интересных приборов. Например, сэмплер Halion 6, который является прекрасной альтернативой контакту. Здесь также есть парочка очень мощных синтезаторов Retrolog 2 и PetShop 2, на которые мы посмотрим через пару минут, а также очень мощный барабанный модуль Groove Agent 5, который ничем не уступает машине, а для пользователей Cubase и Nuendo предлагает намного более плотную интеграцию и более интуитивную рабочую среду.
Но это все лирика, а давайте перейдем к практике. Я подготовил небольшой проект на основе одной довольно известной песни. Давайте ее послушаем. Мелодия, знакомая с детства. Но посмотрим на барабаны. Как вы видите, layout Groove Agent 5 является довольно традиционным. Обычные барабанные пэды, редактор сэмплов, в общем, все привычное. Но для меня самое важное здесь, конечно, микшер, но вернемся к нему попозже. Или не вернемся, посмотрим. Тем не менее, в этом инструменте есть отличные паттерны, с которых я и начал, создавая вот эту барабанную партию, а потом просто слегка отредактировал их. Вы можете заметить, что для инструмента в отдельную вкладку загружены удары барабанов, а в отдельной вкладке мы можем видеть ноты баса. Это все совмещено в одной партии, которой мы можем удобно манипулировать. Но Groove Agent 5 интересен кое-чем другим. Давайте я открою обычную ударную установку, и мы посмотрим на нее. Друзья, сегодня мы разыграем лицензию на коллекцию инструментов Absolute 4 от компании Steinberg. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях под видео оставить ответ на вопрос, в каком стиле музыки вы будете использовать коллекцию инструментов Absolute 4. Напоминаю, что в розыгрыше будут участвовать комментарии под видео на YouTube, поэтому оставляйте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. Мы видим традиционную ударную установку, бочка, малый барабан, хэты, томы, райды, крэши, в общем, все как обычно. Но здесь интересно другое. Редактор паттернов, который в каком-то смысле очень похож на драмер-трек в Logic Pro, но работает чуть более интересно, как мне кажется. Давайте послушаем. Мы можем изменить сложность грува. Можем изменить его интенсивность. Сделать половину от этого грува. А также добавить автоматические сбивки. Сделаем их через каждые 2 такта. И автосложность сделаем автофил, чтобы сбивки добавлялись автоматически. Отключу половинное время. И вот сбивка. И вот еще одна. Еще одна сбивка. Заметьте, насколько живая партия ударных. Вслепую, не знаю, отличил бы я ее от живого барабанщика или нет. Это очень классный материал, с которым можно работать как продюсеру, так и звукорежиссеру. Но давайте послушаем другие инструменты. Бас. Для создания партии баса я использовал Pet Shop 2 и выбрал пресет Dark Reality. Как вы можете заметить, этот синтезатор основан на гранулярной обработке, то есть какая-то аудиозапись, которую мы начинаем изменять, искажать или использовать какие-то отдельные ее отрезки для создания необходимых нам звуков. Тем не менее, я думаю, вы заметили, что звук этого баса очень полнотелый. В нем нет ощущения какой-то цифровой стерильности,
он звучит хорошо уже из коробки, что мне как звукорежиссеру очень нравится. Послушаем, как этот бас будет звучать с барабанами. Прекрасное звучание, и заметьте, никаких обработок на каналы я не добавлял. Все звуки идут непосредственно из виртуальных инструментов. Здесь есть отличная вкладка FX, которая позволяет мне настроить эквализацию, добавить модуляционные эффекты, дилей, и также добавляет очень приятный по звуку реверб, который вы только что слышали. Также Pet Shop 2 я использую и для других инструментов. Например, для аккордов пианино. Очень приятное, но при этом полноценное звучание. Из эффектов здесь только дилей и реверб и больше ничего. А так, оригинальный звук более чем хорош. Послушаем в миксе с барабанами и басом. Супер! Посмотрим, что есть еще в этом проекте. Помимо Pet Shop 2 я здесь использовал RetroLog. Послушаем его на звуке флейты. Пресет Pan Flute. Вы слышите приятную подстройку, которая при смешении с другими компонентами микса создает некоторую живость и естественность звучания всей аудиокомпозиции. Но также, я думаю, вы заметили, что RetroLog звучит очень полнотело. Этот синтезатор не стерильный, его не нужно как-то дополнительно приукрашивать преампами, магнитофонами. Он хорошо звучит сам по себе, что очень приятно. Послушаем его вместе с другими инструментами, которые мы слышали перед этим. Бас-барабаны и аккорды пианино. Красота. RetroLog также задействован и на дорожке Dark Piano. Так же, как и в Pet Shop 2, мы видим блок эффектов, где включен эквалайзер, дилей, и мы могли использовать различные модуляционные эффекты, фильтры, реверберацию. В общем, для звукорежиссера здесь есть чем поживиться, но тем не менее звучание, настроенное из коробки, уже полностью меня устраивает. Вы видите, что для всех инструментов я выбираю пресеты, а не настраиваю звук с нуля, что тем не менее не делает микс более слабым или более скучным. Давайте послушаем дорожку Lead. Здесь я использовал старый, но при этом довольно хороший синтезатор Prolog. Изначально он не звучал так сочно, но после того, как я добавил немного сатурации, его звук открылся. Давайте выключим сатурацию. Теперь он звучит так же скучно, как Serum. Но когда мы добавляем Distortion, либо Tube Emulation, либо Tape, звучание становится более сочным. Совсем другое дело. Красивый, насыщенный тембр, но при этом довольно чистый. И я думаю, вы заметили, что в миксе этот звук прослушивается очень хорошо.
Также в этом миксе есть парочка инструментов, которые я использую в качестве приправ. Это дорожка Bells и дорожка Pad. Начнем с дорожки Pad. Здесь работает, конечно же, Pad Shop 2. По-настоящему приятное винтажное звучание. И еще одна дорожка приправ — колокольчики. Для нее я использовал сэмплер Halion 6 с пресетом Arctic Bells. Приятное, аккуратное, но опять же полноценное звучание. Давайте послушаем еще раз всю аудиокомпозицию. С точки зрения звукорежиссера, различные виртуальные инструменты, конечно же, менее интересные устройства, чем эквалайзеры, компрессоры, ревербераторы или модуляционные эффекты. Тем не менее, любой звукорежиссер сможет с точностью сказать, звук хороший или звук плохой и требует каких-то обработок. Сегодня я показал вам несколько инструментов, которые создают прекрасное звучание для самых разных миксов. И если вы не пробовали эти инструменты, обязательно зацените их и напишите ваши впечатления в комментариях. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Пливите к звуку.